Глава 1226. Скрытый дворец удачи. Хантли в настоящее время направлялся в долину Мауланий в виде полоски лазурного света. Его целью было, естественно, вернуться к Великий Цинь, чтобы он мог забрать флаг рассеивания призраков из секты рассеивающейся инь. Несмотря на то, что он не смог перейти на стадию божественной трансформации ранее, неоспоримым было то, что он достиг пика поздней стадии зарождающейся души. Таким образом, он чувствовал себя намного увереннее в этой поездке. Если он правильно помнил, что после смерти старого дьявола Цаня в секте рассеивающейся инь должен был остаться только один культиватор на поздней стадии зарождающейся души, и это был их мастер секты. Если он не ворвется как идиот и не пытается сражаться со всей сектой с помощью грубой силы, для него не должно быть трудной задачей получить флаги рассеивания призраков. У мастера секты рассеивающейся инь также, казалось, была вендетта против него, поскольку он убил его компаньона Да в прошлом. Для Ханли в этом случае использование этой возможности для убийства этого человека означало бы убийство двух зайцев одним выстрелом. Иначе он мог вернуться и поквитаться с Ханли. До перехода на позднюю стадию зарождающейся души Ханли было бы трудно обеспечить самосохранение перед лицом такого могущественного врага, не говоря уже о попытке убить его, поэтому он, естественно, не собирался рисковать таким безрассудным образом. Тем не менее, он был гораздо более могущественным, чем когда-то, и ему все равно нужно было получить флаги рассеивания призраков, поэтому он, естественно, не собирался оставлять этого человека в живых. Ханли не мог гарантировать, что будет постоянно находиться в секте дрейфующих облаков. И если бы этот великий культиватор приближался к концу своей жизни и был бы вынужден начать самоубийственную атаку против секты дрейфующих облаков, чтобы отомстить перед смертью, Наньгун Ван и другие были бы в серьезной опасности. Имея это в виду, в сердце Ханли прокатилась интенсивная волна намерений поквитаться с врагом. Естественно, он был очень разочарован тем, что ему не удалось совершить прорыв с использованием ледяного пламени несокрушимых чевкающих демонов, но не был по-настоящему расстроен, поскольку у него все еще был свет божественной эссенции в качестве резервного плана. Во время этой поездки в Великий Цинь, кроме того, что он хотел забрать все флаги рассеивания призраков, ему нужно было позаботиться о паре других вещей. Иначе, если бы он культивировал свет божественной эссенции, он бы застрял в одном месте и не смог лично разобраться со своими делами. Как таковой, он должен был воспользоваться этим периодом свободы, чтобы позаботиться обо всем заранее. Среди вещей, которые он должен был сделать, было абсолютно необходимо найти эссенцию чистого пламени и использовать ледяную эссенцию для усовершенствования воскрешающей солнечной воды. Если он сможет усовершенствовать воскрешающую солнечную воду, продолжительность его жизни увеличится на четверть. Ни один культиватор не смог бы отказаться от чего-то подобного, поскольку это полностью противоречило естественному порядку. Для Ханли, который уже стоял на вершине всех культиваторов в человеческом мире, искушение перед этой воскрешающей солнечной водой было еще более огромным. После использования техники поиска души на зарождающейся душе мастера арктического дракона в Северном ночном дворце, Ханли обнаружил кое-какую информацию об эссенции чистого пламени. Таким образом, все уже было готово, и ему просто было нужно начать действовать. Что касается второй вещи, которую он должен был сделать, она была не такой важной по сравнению с этим, и он собирался сделать это по пути. Было бы хорошо, если бы он преуспел в этом, но преуспеет он или нет, не имело большого значения. Второе, что он должен был сделать, это отправиться в павильон скрытой удачи и попросить у них секретную технику, необходимую для усовершенствования пространственного кармана. Когда он участвовал в великом аукционе в империи Цинь, владелец магазина павильона скрытой удачи сказал ему, что можно использовать пространственный узел, чтобы усовершенствовать пространственный карман. В то время он был очень заинтригован этим и хотел усовершенствовать свое личное пространство. В конце концов, практически все культиваторы зарождающейся души имели свои собственные тайные пещерные резиденции, помимо тех пещер, где они жили снаружи. У некоторых из них даже было несколько таких секретных пещерных резиденций, и они часто хранили там свои самые ценные сокровища на случай непредвиденных обстоятельств. Ханли всегда был занят своей культивацией, поэтому у него не было времени, чтобы обдумать такие вещи. Причина, по которой Ханли внезапно подумал об этом, естественно, заключалась не в том, что он хотел создать секретную пещерную резиденцию для хранения своих сокровищ. Вместо этого он хотел создать безопасное место для себя, чтобы культивировать свет божественной эссенции. Если бы он мог усовершенствовать свой собственный пространственный карман и установить снаружи секретную транспортную формацию, ведущую в пространственный карман, до тех пор, пока он мог контролировать ее с помощью пространственного кармана, даже на падавшей стадии божественной трансформации не смог бы с ним ничего сделать.
Даже если бы его враги уничтожили транспортную формацию во внешнем мире в приступе ярости, с его нынешними силами он с легкостью мог пробиться сквозь пространство и мог выйти из пространственного кармана, а не оказаться в ловушке там. Напротив, культиваторы, способные прорвать пространство во внешнем мире, не смогли бы найти его пространственный карман, если бы они не знали точную точку надреза в пространстве. Хань Ли узнал обо всем этом благодаря своим глубоким исследованиям. Конечно, если бы этот план не был реализован, Хань Ли пришлось бы искать другое секретное место для культивации. Однако это явно было не так безопасно, как пространственный карман. Стоит сказать, что техника усовершенствования пространственного кармана был известен только павильону скрытой удачи, поэтому ему, скорее всего, было бы довольно сложно попросить ее. Но с другой стороны, если великий культиватор требовал чего-либо от какой-либо силы, независимо от того, насколько неохотно эта сила предоставила бы это, они, скорее всего, все равно приложили бы все усилия, чтобы удовлетворить просьбу этого великого культиватора. В конце концов, никакая сила не захочет сделать великого культиватора на поздней стадии зарождающейся души своим врагом, даже если они могут это себе позволить. Что касается того, почему павильон скрытой удачи смог сохранить эту технику в тайне и по сей день, это было, скорее всего, потому что ее использование было ограничено большим количеством проблем и просто не могла привлечь интерес всех основных сект. В противном случае Хань Ли не верил, что простой павильон скрытой удачи смог бы так долго сохранять конфиденциальность такой важной секретной техники. Конечно, ему придется использовать уловки, если он хочет получить эту технику усовершенствования. Подумав об этом, на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, и он исчез вдали через несколько мгновений. Спустя более полугода, над неким горным городом в государстве Юй, который находился в десятках миллионов километров от небесного южного региона, моросил мелкий дождик. На улице, блестевшей от капель дождя, почти не было пешеходов. Несколько пешеходов, которые еще были на улице, торопливо шли вместе с зонтиками над головой, и никто из них не хотел задерживаться на улицах. На этой улице внезапно появился человек в желтой одежде с зонтиком из белой клеенки. Однако этот человек шел спокойно и неторопливо, словно прогуливался по сельской местности. Его зонт слегка наклонился вперед, и это заслонило большинство его черт лица. Однако, судя руке, которая держала зонт, мужчина был довольно молодым и не был обычным скромным гражданином, который должен был заниматься физическим трудом весь день. Некоторые прохожие, проходя мимо, мельком поглядывали на этого человека, но он остался равнодушным и вовсе не спешил. Проходя мимо невзрачного переулка, он внезапно сменил направление и вошел в него. Даже при том, что это был довольно глубокий переулок, было совершенно очевидно, что в конце был тупик. По обе стороны прохода не было даже домов или магазинов, а только стены высотой в несколько десятков футов. Было очевидно, что люди бывали здесь нечасто, человек в желтой одежде не обращал внимания на все это и продолжал продвигаться вперед. В тот момент, когда он собирался достигнуть конца переулка, и казалось, будто собирался врезаться в каменную стену, внезапно вспыхнул белый свет, и он исчез прямо в стене. Если бы смертный стал свидетелем такой причудливой сцены, он определенно закричал от ужаса при виде таких сверхъестественных явлениях. Однако культиваторы едва ли стали обращать на это внимание. Это была просто очень простая иллюзорная техника, поэтому не было необходимости для тревоги. Однако, если культиваторы пройдут через сложные слои ограничений за этой иллюзорной стеной, они, скорее всего, тоже будут ошеломлены. Это было потому, что за слоями ограничений находились гигантские нефритовые ворота высотой более 1000 футов. Пройдя через эти колоссальные ворота, перед ними открывалась белая нефритовая лестница, каждая ступенька которой висела в воздухе, вверх к огромному зеленому дворцу. Белый духовный туман кружил вокруг дворца, и в воздухе над дворцом неспешно кружила пара редких духовных зверей. На земле поблизости росло множество своеобразных цветов и растений, украшающих это место своей красотой и создающих впечатление, будто это был бессмертный рай. Однако, если бы кто-то пронесся по окрестностям духовным чутьем, он обнаружил бы, что, хотя это место на самом деле было пещерой с небольшим ограниченным пространством. На самом деле, оно было размером чуть более 5 километров, но его высота в несколько тысяч футов была, что, по общему признанию, довольно удивительной. Однако эта ошеломляющая высота необходима для того, чтобы построить такой своеобразный плавучий дворец в этом месте. У подножия этих массивных нефритовых ворот стояло 2 отряда воинов, одетых в золотые доспехи. Все они были около 20 футов ростом и стояли совершенно неподвижно с каменными выражениями на лицах. Однако среди этих воинов был одетый в доспехи человек с темной кожей, сидевший на скале рядом с колонной. В настоящее время он лениво разговаривал с человеком в желтой одежде с зонтиком из клеенки. «Неважно, для чего вы здесь, я не могу помешать мастеру павильона, когда он развлекает гостей.
противном случае я буду наказан мастером павильона. Почему бы вам не посидеть здесь некоторое время и поговорить со мной? Я провел здесь, на дежурстве, с этими немыми истуканами больше полугода. Мне скучно, усмехнулся смуглый человек. Этот человек был культиватором формирования ядра, но он был здесь только привратником. Это было довольно необычно. Два ряда массивных воинов рядом с воротами были просто марионетками, поэтому неудивительно, что он не мог общаться с кем-то из них. Однако каждая из этих марионеток выглядела как живая, и просто взглянув на них, было очень трудно сказать, что они были марионетками. Культиватор в желтой одежде уже убрал свой белый зонт, обнажив строгие черты лица. Цао Финвэй. Я здесь не для того, чтобы шутки шутить, у меня действительно есть чрезвычайно важное дело, по которому мне нужно проконсультироваться с мастером павильона. Даже если я могу подождать, этот человек может не захотеть. Если мы задержимся слишком долго, это навлечет катастрофу на павильон, ни ты, ни я не сможем справиться с последствиями. Человек в желтой одежде становился довольно взбешенным. Этот человек. Кого ты имеешь в виду, брат Чжан? Спросил смуглый культиватор с недоумением. Он имеет в виду меня. Голос незнакомого человека внезапно раздался сверху. Глава 1227. Неожиданный гость. Кто здесь? Культиватор в доспехах воскликнул в шоке. Он немедленно вызвал белый световой барьер, чтобы защитить себя, а затем сделал печать заклинания руками, и все марионеточные воины начали мерцать духовным светом и поднялись в воздух по его воле. Лицо человека в желтой одежде побледнело при виде этого, и он поспешно закричал: «Стой, брат Цао, это старший хан. Не смей нападать на него». Старший хан. Культиватор в доспехах понятия не имел, кто это был. Тем не менее, уровень культивации мужчины в желтом был сравним с его собственным, и он явно был крайне осторожен с этим старшим ханем, поэтому можно сделать вывод, что он определенно не был обычным культиватором зарождающейся души. В противном случае, если бы они оба находились в этом пространственном кармане, они были бы достаточно мощными, чтобы сражаться даже с культиватором на ранней стадии зарождающейся души. Неужели этот старший хань был культиватором на средней стадии зарождающейся души? В этом случае он и его марионетки не смогли бы с ним справиться. Таким образом, культиватор в доспехах поспешно направил свое духовное чутье к марионеточным воинам, заставив их снова спуститься на землю. Незнакомый мужской голос холодно хрипел. «Ты принял правильное решение, иначе я бы преподал тебе урок». Сразу после этого у них над головами вспыхнул лазурный свет, и в воздухе над головой появился человек в лазурном одеянии со скрещенными руками, с холодным выражением глядя на них обоих. Культиватор в доспехах направил свое духовное чутье к этому человеку, отчего у него по спине побежал холод, а на лице появилось выражение недоверия и ужаса. Человек наверху совершенно не скрывал свою базу культивации, он был на поздней стадии зарождающейся души, но когда в Великом Цзине появился новый великий культиватор по фамилии Хань. Почему он никогда не слышал о таком великом культиваторе? Культиватор в доспехах вздрогнул, вспоминая, что его марионетки чуть было не напали на этого человека, и поспешно поднялся в воздух, а затем глубоко поклонился ему. «Мои извинения, старший. Пожалуйста, простите меня, если я мог как-то оскорбить вас». Молодой человек сверху оставался безразличным и ничего не сказал. Вместо этого он перевел взгляд на соседний дворец, и на его лице появился намек на удивление. Между тем, культиватор в доспехах внизу сильно вспотел, и он не посмел снова встать прямо, не получив разрешения, позволяющее ему это сделать. В конце концов, практически все культиваторы зарождающейся души имели своеобразный и часто гневный характер, поэтому их было бы очень легко разозлить. Он не хотел быть убитым из-за своей собственной неосторожности. К счастью, человек в желтой одежде успел предупредить его. Кривая улыбка появилась на его лице, когда он поднялся в воздух, и он также низко поклонился, когда спросил: «Старший хан, вы сказали, что собираетесь дать мне несколько месяцев, чтобы проинформировать мастера павильона об этом. Почему вы последовали за мной сюда? У меня мало времени, и я больше не хочу ждать, поэтому я решил приехать сюда, чтобы поговорить лично с мастером павильона лично». Значит, это и есть легендарный дворец скрытой удачи, верно? Я слышал, что этот дворец находится в пространственном кармане, чрезвычайно редком и просторном пространственном кармане. При этом местоположение его входа автоматически самонастраивается раз в несколько лет, поэтому обычные культиваторы никогда не смогут его найти. Придя сюда в одиночку, я бы определенно не смог найти это необыкновенное место. Сейчас ты можешь встать. Ты здесь всего лишь охранник, и ты только выполняли свой долг, поэтому я не буду принимать твои действия близко к сердцу.
Однако я хочу увидеть мастера павильона, так что ты можешь проводить меня». Молодой человек повернулся к культиватору в доспехах с мрачным выражением на лице. Цао Вэйфэн почувствовал облегчение, услышав первую половину фразы Ханьли, но его сердце снова сжалось, услышав наставление Ханьли, и он обратился за помощью к человеку в желтой одежде. Честно говоря, он до сих пор даже не знал, почему этот великий культиватор был здесь, и кем он был, другом или врагом. Губы мужчины в желтой одежде слегка дрогнули от услышанного, и, немного поколебавшись, он повернулся к Цао Вэйфэну и слегка кивнул. Увидев это, культиватор в доспехах больше не колебался и поспешно спросил: «Я был бы рад проводить вас к мастеру павильона, но он в настоящее время развлекает гостя. Пожалуйста, позвольте мне сообщить нашему мастеру дворца о вашем прибытии, а потом я провожу вас к нему». «С этим ведь нет проблем, старший Хань. Он развлекает гостя». В глазах юноши появился намек на удивление, но он все еще безразлично кивнул. Культиватор в доспехах был в восторге. Он поспешно вытащил талисман передачи голоса из своей сумки для хранения, а затем срочно произнес в него несколько предложений и отправил во дворец. Сделав все это, он улыбнулся молодому человеку и направился к лестнице, ведущей к мастеру павильона. Человек в желтой одежде также поспешно последовал за ними. Однако они оба шли вперед, они взлетали по нефритовой лестнице. Значит, здесь было установлено ограничение полета. Молодой человек нахмурился при виде этого, но на его лице сразу же появилась холодная улыбка, и он поднялся в воздухе в виде полоски лазурного света. Казалось, ограничения полета совершенно его не затронули. Два человека внизу только переглянулись между собой с наигранными улыбками. Ограничение полета могло помешать всем культиваторам, находящимся ниже стадии зарождающейся души, подняться более чем на 3 фута в воздухе. Тем не менее, оно было очевидно почти полностью неэффективно против культиватора поздней стадии зарождающейся души, такого как Ханьли. Молодой человек, парящий в воздухе, похоже, тоже не хотел чрезмерно бросать вызов авторитету мастера павильона и медленно летал за 2 культиваторами формирования ядра, а не ускорился вверх по лестнице. Этот молодой человек, естественно, был никто иной, как Ханьли, который прибыл в Великий Цзинь. Несмотря на то, что его база культивации достигла больших успехов, ему все еще потребовалось полгода, чтобы достичь Великого Джина через долины Мауланей. Преодолевая долину Мауланей, он не столкнулся с какими-либо трудностями, и этот этап путешествия был чрезвычайно гладким. Это было довольно удивительно для Ханьли. Он готовился себя к тому, чтобы преподать бессмертным парящего племени урок. В конце концов, однажды он был почти убит этими культиваторами парящего племени. Однако, по пути он встречал только несколько бессмертных низкого ранга и не встретил ни одного на стадии формирования ядра или выше. Только после исследования он понял причину этого. Оказалось, что более 100 лет назад Святая Бесконечного Неба и Великий Бессмертный издали совместный приказ, собрав всех высокоранговых бессмертных в Храме Бесконечного Неба, чтобы по какой-то неизвестной причине уединиться. Без приказа или разрешения для них им было запрещено выходить из храма. Посредством этого приказа Святая Бесконечное Небо и Великий Бессмертный, казалось, пытались насильственно увеличить общую силу мира культивации в парящем племени. Ханьли был немного разочарован, услышав об этой информации. Однако он определенно не собирался спешить в Храм Бесконечного Неба, чтобы охотиться на них. В конце концов, парящее племя было настоящей силой, с которой нужно считаться, и если бы он напал на Храм Бесконечного Неба, он столкнулся бы с мощью всего их племени, а не с 1 или 2 культиваторами. Это отличалось от убийства старейшины семени из Дворца Звезд, против которого у него была личная вендетта. Сила всего парящего племени была чем-то, с чем он должен был быть осторожен. Имея это в виду, Ханьли отказался от своего плана навестить парящее племя, оставив долины Мауланей и продолжая свои путешествия к Великому Цзинь. Получение техники усовершенствования пространственного кармана было проще и занимало меньше времени, чем 2 другие вещи, которые он должен был сделать, поэтому он решил сначала заняться этим вопросом. Сначала он посетил известный рынок в определенном штате в районе Великого Цзиня, а затем нашел ответвление павильона скрытой удачи. Он сказал владельцу филиала, который был человеком в желтой одежде, что он хотел купить технику усовершенствования пространственного кармана. Если бы обычный культиватор зарождающейся души высказал такую просьбу, владелец магазина, не задумываясь, определенно отклонил бы ее. Тем не менее, Ханьли не скрывал свою базу культивации, и владелец магазина на поздней стадии формирования ядра окаменел в присутствии великого культиватора. Таким образом, он почтительно улыбнулся и постарался объяснить ситуацию. У него не было полномочий даже знать технику усовершенствования пространственного кармана, не говоря уже о ее продаже. Таким образом, он должен будет попросить у мастера павильона скрытой удачи разрешить эту ситуацию.
Это был довольно важный вопрос, поэтому было бы неуместно просто отправлять талисман для передачи голоса. Поэтому ему пришлось лично посетить дворец, и он просил Ханли подождать с ответом 2-3 месяца. Ханли чувствовал, что это вполне разумно, поэтому он согласился. Однако он не собирался сидеть и ждать так долго. Вместо этого он применил секретную технику, чтобы отследить человека в желтой одежде до этого места. Насколько он знал, несмотря на то, что павильон скрытой удачи должен был быть просто сетью магазинов, у них действительно были связи со многими известными сектами праведного Да, а также сектами дьявольского Да. Кроме того, у них также был великий культиватор на поздней стадии зарождающейся души в качестве приглашенного старшего. Очень мало было известно об этом приглашенном старейшине, и, очевидно, он был чрезвычайно загадочным персонажем. Однако ничто из этого не имело значения для Ханли. Пока этот приглашенный великий старейшина не был мастером секты рассеивающейся инь, даже если он был старейшиной секты небесного дьявола или секты высокого процветания, это не имело бы к нему никакого отношения. Таким образом, хотя он намеревался заполучить эту секретную технику с помощью запугивания, но не собирался просить ее бесплатно. Вместо этого он заранее приготовил большое количество камней и редких материалов. Поэтому у них действительно не было причин рисковать обидеть великого культиватора только для того, чтобы сохранить конфиденциальность секретной техники, которая доставляла больше хлопот, чем она того стоила. Дойдя до отметки на полпути на лестнице, из плавающего дворца неожиданно раздался звон колокольчика, приветствуя гостя павильона скрытой удачи. Изнутри дворца вылетело около дюжины световых полос, которые были группой культиваторов. Все они парили в воздухе по обе стороны от входа во дворец и не были ни затронуты ограничением полета. 2 человека вышли из центра группы, стоя рядом, глядя на Ханли и остальных. Ханли нахмурился при виде этого, но выражение его лица быстро пришло в норму. Он резко поднял ногу и преодолел расстояние более 100 футов за 1 шаг. Пройдя еще несколько шагов, он внезапно появился у входа во дворец, где он оказался прямо перед лицом 2 культиваторов в центре группы. Культиваторы с обеих сторон, естественно, впали в бешенство, увидев это, и некоторые из них даже положили руки на свои сумки для хранения с паническими выражениями на лицах. «Отставить! Господин Даосист Хань, наш гость. Вы все можете быть свободны». Один из 2 мужчин в центре, полный старик, строго выругал культиваторов рядом с собой, а затем повернулся к Ханли с улыбкой. Ханли осмотрел старика с равнодушным выражением и спросил: «Вы мастер павильона скрытой удачи?» Глава 1228. Самый мощный буддийский культиватор. Верно, я Цань Ку, и я мастер павильона скрытой удачи. Ранее меня проинформировали о причине вашего приезда через талисман передачи голоса от лавочника Чжана. Это неподходящее место для разговоров, как насчет беседы во дворце. С почтением проговорил старик, указывая рукой на ворота дворца. На каждом из его 10 пальцев было по кольцу, некоторые из которых излучали пронзительный свет, а другие были совершенно тусклыми и бледными. Это было довольно своеобразное зрелище. Ханли кивнул на кольца на руке старика, а затем повернулся к монаху рядом с Цань Ку и спросил: «У меня нет возражений. Могу я узнать твое имя?» Монах был одет в желтую одежду, а на виде ему было лет 17. Однако страшное духовное давление, исходящее от его тела, наводило на мысль, что он был культиватором на средней стадии зарождающейся души. «Я Ян Чжу», — улыбнулся монах, сложив ладони в буддийском приветствии. «Ян Чжу?» Ханли пробормотал про себя, и его взгляд был совсем пустым. Однако ему ни о чем было беспокоиться. В конце концов, высокоранговые культиваторы 4 основных буддийских сект с самого начала были очень скрытны, и Ханли был не из великого Цзиня, поэтому неудивительно, что он не слышал об этом монахе. Однако в глазах старика мелькнуло недоумение, когда он увидел отсутствие реакции Ханли. Даже при том, что он хорошо замаскировал это, Ханли был слишком осторожен, чтобы позволить этой детали ускользнуть от его внимания. Выражение его лица не изменилось, но он быстро подумал о своей ситуации. Неужели этот монах был чрезвычайно известным культиватором? Иначе почему мастер павильона скрытой удачи так отреагировал? Напротив, молодой монах просто улыбнулся и ничего не сказал. В этот момент 2 культиватора формирования ядра также наконец достигли ворот дворца и поспешно поклонились старику. Цань Ку перед тем, как отослать их, дал несколько инструкций культиватору формирования ядра в доспехах, оставив только человека в желтой одежде. Затем он привел всех в павильон скрытой удачи, где все уселись в явно не главном зале здания. Конечно, человек в желтой мантии и все остальные культиваторы формирования ядра остались стоять. «Я слышал, что господин Даосист Хань посетил наш дворец, чтобы купить секретную технику для усовершенствования пространственного кармана, верно?»
Цаньку перешел сразу к делу. «Верно, это действительно цель моего визита», — прямо ответил Хан Ли. «Раз вы просите эту секретную технику, вы, должно быть, обнаружили пространственный разрыв и хотите превратить его в пространственный карман, но вы не хотите, чтобы кто-то еще знал о его местонахождении, верно?» С небрежной улыбкой сказал Цаньку. Этот мастер павильона был только на ранней стадии зарождающейся души, но это была его территория. Таким образом, несмотря на то, что он относился к Хань Ли уважительно, он не собирался позволять Хань Ли доминировать в этих переговорах. «Ты зришь прямо в корень», — равнодушно ответил Хан Ли, слегка прищурив глаза. «Хе-хе, с тех пор, как наш павильон впервые создал пространственные карманы, были и другие даосисты, такие как вы, которые пытались получить от нас технику его усовершенствования. Эти господа даосисты были в такой же ситуации, в которой вы находитесь сейчас, брат Хань, все они обнаружили пространственные разрывы и хотели усовершенствовать их в свои личные пространственные карманы, но не хотели, чтобы кто-то еще узнал о местонахождении пространственного кармана. Кроме того, среди тех, кто приходил к нам в поисках этой техники усовершенствования, были и великие культиваторы», — усмехнулся Цаньку. «А, и ты согласился на их просьбу, господин даосист Цань?» Хань Ли действительно было любопытно узнать ответ. «Нет. Каждый из них обещал, что никому не станет разглашать эту технику усовершенствования, но если бы мы дали им секретную технику, это не было бы чем-то уникальным, что создал наш павильон скрытой удачи», — честно ответил Цаньку. Хан Ли на мгновение замолчал, а затем сказал: «Я верю, что у вас должно быть какое-то альтернативное решение, которое вы можете предложить, верно? В противном случае было бы совершенно неразумно отвергать таких великих культиваторов, даже для организации, такой же мощной, как ваш павильон скрытой удачи». «Вы действительно правы, брат Хань. Наш павильон скрытой удачи, естественно, предпочел бы по возможности избегать оскорбления могущественных культиваторов. Таким образом, даже если мы не можем передать технику усовершенствования, мы можем предложить кое-что другое», — равнодушно ответил Цаньку. «Нечто другое». На этот раз Хань Ли был немного ошеломлен. «Наш павильон давно уже разработал набор инструментов формации, и эти инструменты могут создать формацию, которая может превратить область во временный пространственный карман. Я не могу гарантировать вам, что результат будет в точности идентичным пространственному карману, но, по крайней мере, он очень похож», — уверенно заявил Цаньку. Однако Хан Ли нахмурился от услышанного и покачал головой, спрашивая: «Вот как? Раз временный пространственный карман полагается на силу формации, у него наверняка будет много недостатков, верно?» «Естественно, есть кое-какие недостатки, но эти недостатки не будут проблемой для кого-то вроде вас, брат Хань», — небрежно ответил Канку. «Теперь ты меня действительно заинтересовал, брат Цань. Не мог бы ты поподробнее рассказать об этом?» Выражение на лице Хан Ли, наконец, снова стало дружелюбным. Подробностей тут немного. По сути, бывший мастер павильона попросил нескольких мастеров формаций, заклинаний создать формацию временного пространственного кармана, основанную на концепции истинного пространственного кармана. Эта формация была практически идеально воспроизведена с помощью инструментов формации. Если площадь не слишком велика, инструментов формации будет достаточно для создания временного пространственного кармана. У этой формации всего два недостатка. Первый заключает в большом расходе духовных камней. Для поддержания пространственного кармана такого вида в год требуется более 10 тысяч духовных камней. Конечно, если в самом пространственном кармане есть духовная жила, то эти затраты могут быть немного снижены. Временный пространственный карман, созданный с использованием этих пространственных инструментов, сможет поддерживать себя не более 3000 лет. После этого инструменты формации теряют свою эффективность, и весь пространственный карман рушится. Я уверен, что с вашим текущим богатством первое условие вы с легкостью сможете выполнить. Даже если бы мы достигнем стадии божественной трансформации, наша продолжительность жизни в любом случае увеличится только до 2000 лет, уточнил Цаньку со слегка самодовольным выражением на лице. Услышав это, Хань Ли начал задумчиво поглаживать подбородок. «Что скажете? Вас заинтересовали инструменты формации нашего павильона? Если это так, мы обязательно продадим вам набор по сниженной цене». На лице Цаньку появилась уверенная улыбка, словно он был уверен, что Хань Ли примет эту договоренность. Однако в следующее мгновение улыбка Цаньку резко застыла. После долгого размышления Хань Ли покачал головой и сказал: «Я все равно хочу технику усовершенствования пространственного кармана». От его слов в лице изменились не только культиваторы формирования ядра, но даже монах по имени Ян Чжу повернулся, чтобы оценить Хань Ли с оттенком удивления в глазах.
Как только улыбка сползла с лица Цаньку, он спросил: «Видя, что вы так настойчивы, у вас должны быть свои собственные соображения, но вы, по крайней мере, должны предоставить мне правдоподобную причину вашей настойчивости, верно, господин Даосист Хань?» Говоря это, он неосознанно начал тарабанить пальцами по нефритовому подлокотнику на стуле. Хань Ли видел, что делал Цаньку, но ответил спокойным тоном, совершенно игнорируя это: «Все просто. Обнаруженный мною пространственный разрыв уже демонстрирует признаки нестабильности. Я не верю, что простой набор инструментов формации может предотвратить пространственный коллапс, если он возникнет. Таким образом, я полон решимости получить технику усовершенствования», — серьезным тоном сказал Хань Ли. Цаньку нахмурился от услышанного. Было совершенно ясно, что ответ Хань Ли был для него совершенно неожиданным, и впервые на его лице появилось нерешительное выражение. «Вы сможете получить технику усовершенствования пространственного кармана, если хотите, но сначала вам придется сразиться со мной». В этот момент откуда-то раздался голос пожилого человека. Сразу после этого вспыхнул серебряный свет, и полоса света пронеслась во дворец. Серебряный свет затем погас, раскрывая монаха в серебряном халате. Цаньку и Ян Чжу немедленно встали на ноги и поспешно почтительно поклонились монаху. Лицо Цаньку вспыхнуло от восторга, когда он поприветствовал его: «Мастер Юаньчжи, вы прибыли». Ян Чжу выражает свое почтение старшему боевому брату Юаньчжи. Оба они относились к монаху чрезвычайно уважительно. В отличие от этого, Хань Ли остался сидеть в своем кресле, оценивая монаха с заинтригованным выражением на лице. Этот монах казался не таким молодым, как Ян Чжу, но ему на вид было лет 30. Его лицо было таким изящным и утонченным, что было сложно поверить, что голос пожилого человека принадлежал ему. В отличие от Ян Чжу, Юаньчжи — это имя, о котором Хань Ли действительно слышал. Этот монах, по-видимому, был одним из 3 культиваторов на поздней стадии зарождающейся души и старейшиной сектой молниеносного звука, которая была одной из 4 основных буддийских сект. В отличие от других великих буддийских культиваторов, этот человек был чрезвычайно известен во времена Великого Цзиня, и в то же время он был одним из чрезвычайно редких защитников буддийской ваджры. Вот что Хань Ли знал об этом человеке. Только после того, как Хань Ли некоторое время осматривал монаха в серебряном одеянии, он приветствовал его. Однако он остался сидеть на своем стуле и сказал с улыбкой на лице: «Мастер Юаньчжи из секты молниеносного звука. Не думал, что именно ты будешь приглашенным старейшиной павильона скрытой удачи. Прости меня за грубость». Холодный свет мелькнул в глазах монаха в серебряном одеянии при виде бесчувственного вида Хань Ли, и он холодно спросил: «Из какой ты секты, господин Даосист Хань? Не помню, чтобы когда-нибудь слышал о тебе. Неудивительно, что ты не узнаешь меня. Я также в первый раз тебя вижу». Лениво кивнул Хань Ли. В этот момент Ян Чжу вдруг усмехнулся и сказал что-то совершенно неожиданное. «Старший боевой брат Юаньчжи, возможно, вы впервые не встречались с братом Ханем, но определенно не впервые слышите о нем». Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он повернулся к Ян Чжу. Цаньку также запнулся, услышав это, и на его лице появилось задумчивое выражение. «А что ты имеешь в виду, младший боевой брат Ян Чжу?» Монах в серебряном одеянии тоже немного удивился. Глава 1229. Столкновение. Старший боевой брат, вы забыли о дьявольской скорби горы Кунью и о буйстве демонов в Северном ночном дворце более 200 лет назад. Если я не ошибаюсь, господин Даосист Хань участвовал в обоих этих выдающихся событиях, и он, конечно же, был не просто случайным свидетелем, спокойно ответил Ян Чжу. Услышав это, сердце монаха в серебряном одеянии дрогнуло, и он повернулся, чтобы снова оценить Хань Ли. Гора Кунью. Северный ночной дворец. Неужели этот человек тот самый легендарный беглец, разыскиваемым сектой рассеивающейся инь и Северным ночным дворцом? Прошло столько лет, и я удивлен, что все еще есть люди, которые меня помнят. Итак, вы планируете поймать меня и передать этим 2 силам? Выражение лица Хань Ли оставалось довольно спокойным, как будто его совершенно не смутила перспектива сражаться с этими культиваторами. Услышав спокойное признание Хань Ли, сердце Цаньку дрогнуло, и он сказал с наигранной улыбкой на лице: «Ха-ха, конечно, нет. Брат Хан. Секта рассеивающийся инь и Северный ночной дворец довольно мощные, но они не имеют никакого отношения к нашему павильону скрытой удачи, поэтому у нас нет причин выполнять их приказ. Однако я действительно наслышан о вас, брат Хань. Предполагаю, что старый дьявол Цань из секты рассеивающийся инь и мастер Арктический дракон из Северного ночного дворца пали от ваших рук, это правда?»
Я не думаю, что кто-то из вас поверит мне, если я скажу вам, что я не убивал старого дьявола Цаня и мастера арктического дракона, ответил Хань Ли с холодной улыбкой. Выражение лица монаха в серебряном одеянии стало довольно мрачным, и он сказал: «Я слышал, что в то время ты был культиватором на средней стадии зарождающейся души, брат Хань. Если ты еще в то время убил 2 великих культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, то теперь, когда ты перешел на позднюю стадию, ты должен быть необычайно могущественен. Я действительно с нетерпением жду встречи с тобой в бою, господин даосист Хань». Услышав смелый вызов монаха, Цаньку поспешно добавил: «Конечно, в этом нет необходимости, мастер Юаньчжи. Если брат Хань действительно хочет приобрести технику усовершенствования пространственного кармана, то я уверен, что мы сможем договориться о сделке». Казалось, что, узнав о громких подвигах Хань Ли, мастер павильона скрытой удачи передумал и больше не хотел натравливать своего приглашенного великого старейшину на Хань Ли. «Ты не повлияешь на мое решение, господин даосист Хань. Даже без вопроса о пространственном кармане, я все еще полон решимости сражаться с господином даосистом Ханем. Я застрял на поздней стадии зарождающейся души в течение многих лет и искал даосиста с тем же уровнем культивации, чтобы проверить свои навыки, а также посмотреть, смогу ли я чему-то научиться через спарринг, который поможет мне подняться на следующий уровень. Если брат Хань настолько силен, насколько говорят о нем слухи, то я ни за что не откажусь от этой возможности». Монах в серебряном одеянии выглядел очень решительным. Цаньку сразу же изменился в лице, услышав это, и он обратился за помощью к Янчжу. «Тебе ни о чем беспокоиться, это всего лишь спарринг-матч, и он будет взаимовыгодным как для старшего боевого брата Юаньчжи, так и для господина даосиста Хань Ли. Честно говоря, я также хочу стать свидетелем силы самого элитного культиватора небесного южного региона», с улыбкой сказал Янчжу. Цаньку потерял дар речи. «Ты знаешь, откуда я?» Услышав упоминание о небесном южном регионе, сердце Хань Ли дрогнуло, а выражение его лица стало мрачным. Янчжу, казалось, был в состоянии почерпнуть мысли Хань Ли и ответил спокойным тоном: «Нет необходимости для тревоги, брат Хань. Ты, естественно, чрезвычайно таинственен для обычных культиваторов, но для основных сил, таких как наша секта молниеносного звук, нетрудно отследить твое происхождение. Ты действительно думаете, что секта рассеивающийся инь и Северный ночной дворец не знают об этой информации? Просто они настороженно относятся к твоей силе и притворяются, что не знают этого. В конце концов, обе секты потеряли нескольких сильнейших культиваторов, а оставшиеся старейшины зарождающейся души в настоящее время слишком заняты работой с другими сектами, которые пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы строить заговоры против них, поэтому у них нет свободных возможностей, чтобы выследить тебя. В противном случае, ты не смог бы позволить себе такую неторопливую жизнь в небесном южном регионе в последние годы, господин даосист Хань». Выражение лица Хань Ли немного расслабилось от этих слов, и он сказал: «Это правда. Я не знаю о других сектах, но секта рассеивающийся инь, скорее всего, знает о моем происхождении. Однако я не заинтересован в спарринге с культиватором своего ранга, если я не получу от этого выгоды. Господин даосист Цаньку, я готов принять этот вызов, только если ты пообещаешь мне, что передашь мне технику культивации, если я одержу победу над мастером Юаньчжи». Человек в серебряном одеянии запнулся, услышав это, а затем повернулся к Цаньку. Цаньку изменился в лице и замешкал. Через некоторое время на его лице появилась улыбка, когда он сказал: «Раз господин даосист Хань настолько уверен в себе, мне было бы неправильно отказать вам. Если вы сможете победить мастера Юаньчжи в спарринг-поединке, то мне придется передать вам технику усовершенствования пространственного кармана». Хань Ли усмехнулся, поднявшись на ноги, и сразу сказал: «Это все, что мне нужно было услышать, господин даосист Цаньку. Пожалуйста, просвети меня, мастер Юаньчжи. Честно говоря, мне действительно очень интересно узнать о буддийских секретных техниках, поэтому я надеюсь, что ты не разочаруешь меня, мастер Юаньчжи». Его слова всколыхнули всех присутствующих культиваторов формирования ядра. Они также явно с нетерпением ждали предстоящего спарринг-матча. Тем временем Янчжу молча отошел в сторону с глубокой улыбкой на лице. На лице монаха в серебряной одежде появилась холодная улыбка, а на его утонченных чертах появился намек на раздражение. «Павильон скрытой удачи недостаточно большой, чтобы вместить спарринг-матч между вами двумя. Как насчет того, чтобы выйти на улицу, господа даосисты? Я уверен, что ограничение полета не будет проблемой для вас обоих», — предложил Цаньку. «У меня нет возражений». Монах в серебряном одеянии кивнул в ответ. «Мы сделаем, как ты скажешь, мастер павильона Цань». Хань Ли также принял эту договоренность небрежным образом. Таким образом, все они сразу же вышли из дворца. Все остальные остались стоять на месте, в то время как Хань Ли и монах в серебряной одежде поднялись в воздух.
Хань Ли сделал это в виде полоски лазурного света, а под ногами монаха появился белый цветок лотоса, медленно поднимая его в воздух. Спустя несколько мгновений они оба появились в небе, высоко над павильоном скрытой удачи, лицом друг к другу на расстоянии нескольких сотен футов между ними. Монах в серебряном одеянии некоторое время смотрел на Хань Ли, а потом вдруг произнес буддийскую молитву, после которой на его лице появился слой слабого золотого света. При виде этого Хань Ли нахмурился и внезапно спросил: «Я слышал, что мастер Юаньчжи был защитником буддийской ваджры. Возможно, ты культивировал легендарное искусство яркого нефрита?» Монах в серебряном одеянии слегка запнулся, услышав, что Хань Ли узнал его искусство культивации, но на его лице быстро появилось гордое выражение, когда он ответил: «Не думал, что ты настолько осведомлен о нашем буддийском искусстве культивации, господин Даосист Хань. Я и правда культивирую искусство яркого нефрита». Он сложил ладони вместе и начал произносить серию буддийских песнопений, после чего на его одежде появились серебряные руны. В то же время вся кожа на его теле начала приобретать золотистый оттенок, что делало его похожим на золотого Будду, спустившегося в этот мир. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но его сердце слегка дрогнуло при виде этого. Руны, активированные монахом, указывали на то, что он уже освоил 4-й уровень искусства яркого нефрита. Это означало, что его тело было уже таким же твердым, как и обычные сокровища, поэтому он, скорее всего, сможет сражаться с обычным летающим мечом и своими голыми руками. Однако, если это все, на что он был способен, то он, естественно, не мог сравниться с Хань Ли. Хань Ли, не теряя времени на слова, взмахнул рукавами. С лязгом в воздухе появилось несколько десятков золотых летающих мечей, которые вырвались из его рукавов, превратившись в полосы света длиной около фута каждая, когда они кружили вокруг его тела. Сразу после этого Хань Ли печать заклинания руками и бросил его в воздух. Все мечи вокруг него вздрогнули, начав излучать блестящий золотой свет, мгновенно усилившийся в 7 раз, создавая несколько сотен идентичных полос света. Внезапно все небо осветилось золотым светом, создавая ослепительную и грозную золотую волну. Цань Ку и все остальные наблюдатели изменились в лице при виде этого. Они могли чувствовать, что одного из золотых мечей, который Хань Ли вызвал, будет достаточно, чтобы победить обычного культиватора зарождающейся души. Напротив, при виде этого выражения лица монаха в серебряном одеянии оставалось совершенно неизменным. Он просто поднял руки, и красный и зеленый духовный свет мерцал в его руках одновременно, превращаясь в алый буддийский посох длиной в несколько футов, а также в цепочку мерцающих зеленых буддийских бус. В этот момент Хань Ли сделал еще одну печать заклинания, и несколько сотен полос золотого света пронеслись к монаху в серебряном в виде волны золотого света, повинуясь приказу Хань Ли. В ответ монах издал громкий крик и резко поднял руку. Багровый посох в его руках мгновенно превратился в багрового змея, который набросился на волну золотого света. В то же время он также поднял буддийские четки, превратив их в зеленый барьер света, закрыв им свое тело. Сделав все это, монах опустил глаза вниз и начал делать серию ручных печатей, создавая впечатление, что он собирается выпустить какую-то чрезвычайно мощную способность. Тем временем алый змей выстрелил в воздух и погрузился головой в золотой свет, излучаемый лазурными бамбуковыми облачными мечами Хань Ли. Змея была поражена более чем сотней мечами одновременно, но не была сразу же разорвана в клочья, как ожидал Хань Ли. Вместо этого она обнажала свои клыки и стала размахивать своими когтями в воздухе, нанося свирепую контратаку против золотых мечей вокруг него. «Тысячелетний огненный коралл». Пробормотал про себя Хань Ли при виде этого, и в его глазах появился намек на удивление. После добавления золотой эссенции во все его летающие мечи, они обладали огромной разрушительной силой. Однако в человеческом мире было несколько материалов, способных противостоять его летающим мечам, и тысячелетний огненный коралл был одним из таких материалов. Этот материал был даже более редким, чем золотая эссенция, однако этот монах каким-то образом смог найти его и добавить в свой буддийский посох. Кроме того, оказалось, что доля тысячелетнего огненного коралла в посохе была довольно высокой. В противном случае он точно не смог бы остаться невредимым перед лицом стольких летающих мечей. Хань Ли был довольно удивлен этим развитием событий, и он немедленно изменил свой план атаки. Небольшая часть его летающих мечей осталась позади, чтобы сражаться с красным змеем, в то время как большинство из них обогнуло посох и бросилось к монаху в серебряном одеянии. Глава 1230. Гневный глаз Ваджры. Монах, не обращая внимания на встречные полосы золотого света, продолжал делать свои ручные печати, по-видимому, очень уверенный в световом барьере его буддийских бус. Хань Ли холодно фыркнул при виде этого. Его летающие мечи сверкали все более ярким светом, становясь еще более пугающе мощными.
С грохотом полосы золотого света одновременно врезались в световой барьер, но это звучало так, как будто они врезалась в ствол мертвого дерева. Зеленый световой барьер сильно дрожал, но золотые мечи не смогли пробить его. Хань Ли дрогнул при виде этого и сделал печать заклинания. Внезапно полосы золотого света вокруг монаха в серебряном одеянии одновременно поднялись в воздух. Золотой свет внезапно начал излучаться во всех направлениях, словно золотое солнце поднялось в небо. После того, как накаленный золотой свет погас, появился огромный золотой меч длиной в несколько десятков футов. В этот момент Хань Ли без колебаний указал пальцем. Золотой свет, мерцающий на поверхности огромного меча, потускнел, но на его месте появился слой белого ледяного пламени. Вскоре оно материализовалось в толстые слои ледяных кристаллов, превратив золотой меч в гигантский ледяной меч длиной более 100 футов. Сверкающий, прозрачный меч привел в шок всех присутствующих, словно они увидели огромное чудовище. При виде этого монах, наконец, изменился в лице. В этот момент Хань Ли с холодным выражением руки опустил руку и произнес команду «Рассечь». Ледяной меч дрогнул и рухнул вниз с оглушительной силой. Еще до того, как он достиг зеленого светового барьера, пространство вокруг него стало искажаться. Рассекая ветер, меч издавал такой громкий визг, что, казалось, будто с неба падает огромная ледяная гора. Монах в серебряном одеянии действительно был уверен в долговечности своего зеленого светового барьера, но он определенно не смел допустить, чтобы его поразила эта страшная атака. Таким образом, он произнес буддийскую песнь, и цветок белого лотоса под его ногами закрутился. В следующее мгновение он исчез вместе с лотосом во вспышке семицветного буддийского света. В результате разрушительная атака гигантского меча поразила воздух. В следующее мгновение белый свет вспыхнул за несколько десятков футов, и цветок лотоса появился снова. Над лотосом появился сам монах и одновременно с этим сделал еще одну печать заклинаний, завершая их последовательность. Из его тела тут же высвободилась волна удивительного духовного давления, а над его головой внезапно возникла массивная проекция высотой около 60 футов. Все тело этой проекции переливалось золотым светом, а черты его лица были чрезвычайно зловещими. На голове развивались пряди волос, а верхняя часть тела была полностью обнаженной. Проекция была плоским изображением легендарного буддийского гневного глаза Ваджры. С появлением проекции Ваджры монах в серебряном одеянии вскрикнул, издалека нанеся 2 удара в сторону массивного ледяного меча. С грохотом проекция золотой Ваджры стала подражать движениям монаха, ударяя по мечу кулаками. В ледяной меч врезалось 2 шара золотого света, и он с грохотом отлетел в воздухе на несколько метров. Однако ледяной меч в итоге смог остановиться импульс от взрывов золотых шаров. Хань Ли поспешно перевел взгляд к мечу, и в его сердце вспыхнул шок. Он обнаружил, что после удара золотой проекции Ваджры слой льда, покрывающий часть меча, пораженный кулаками Ваджры, был полностью разрушен, открывая мерцающий золотой меч внутри. Хань Ли был совершенно сбит с толку, увидев это. Монах в серебряном одеянии, похоже, использовал искусство культивации, которое не было таким же, как искусство яркого нефрита, но каким-то образом имело к нему отношение. Однако, после того, как все его летающие мечи снова были закалены во время его последнего уединения, в каждый меч проникло удивительное количество высшего нефрита, достигнув верхнего предела количества высшего нефрита, который мог содержать каждый меч. Таким образом, внутри лазурных облачных бамбуковых мечей было определенно достаточно ледяной ци, чтобы поддерживать более одной атаки. Поэтому Хань Ли сделал ручную печать, и белый ледяной свет всплыл на той части меча, где ледяной слой был разбит. Ледяной слой мгновенно восстановился, и меч снова метнулся к монаху. Сила, которой был наделен гигантский ледяной меч, была столь же грозной, как и всегда, создавая впечатление, будто последняя атака монаха на самом деле не нанесла ему существенного урона. Только теперь монах в серебряном одеянии понял, какую опасность из себя представлял этот гигантский ледяной меч. Выражение его лица потемнело, но он не стал использовать техники передвижения, чтобы избежать приближающейся атаки. Вместо этого его тело распухло, а руки стали толще в несколько раз, и он сложил ими печати заклинания со скоростью молнии. С грохотом проекция Ваджры подражала его движениям, соединив 2 массивные руки, чтобы поймать ледяной меч в воздухе, тем самым помешав ему продолжать атаку. Проекция Ваджры была объективно довольно массивной, но она была далеко не похожа на гигантский ледяной меч. Поэтому проекция Ваджры, пытающаяся поймать ледяной меч, выглядела как маленький ребенок перед натиском огромного меча. Однако ей действительно удалось остановить ледяной меч, зрачки Хань Ли расширились при виде этого, и он действительно был шокирован таким поворотом событий. Если не брать в расчет саму силу ледяного меча, его ледяная ци, исходящая из тысячелетнего высшего нефрита, была способна заморозить все сокровища, которые осмелились встать на его пути. Однако проекция золотой Ваджры сумела остановить меч голыми руками и остаться совершенно невредимой. Это действительно была необычайно секретная техника.
Хань Ли обратил свое внимание на монаха в серебряном одеянии и обнаружил, что он, кажется, был не в таком хорошем состоянии, как проекция Ваджры. Хотя его руки оставались решительными, его тело невольно сгорбилось, и золотой свет, мерцающий вокруг него, неустойчиво колебался, что указывало на то, что он находился под большим давлением и напряжением. Хань Ли слегка нахмурился при виде этого. Секретная техника этого монаха, казалось, была довольно похожа на искусство 6 высших демонов, но в то же время совершенно отличалась. Искусство 6 высших демонов позволяло создать бой дьявольских проекций, но все проекции должны были полагаться на внешний источник силы. Тем не менее, проекция Ваджры, вызванная этим монахом, полностью поддерживалась магической силой изнутри тела монаха, и сила этой секретной техники также была напрямую связана с его искусством яркого нефрита. Если бы этот монах не справился с 4-м уровнем искусства яркого нефрита, атака ледяного меча разрушила бы его физическое тело, даже если бы проекция Ваджры могла справиться с этим. Хань Ли был очень удивлен находчивостью этого монаха, но это, конечно, не было пределом способностей лазурных облачных бамбуковых мечей. Он снова сделал печать заклинания и активировал еще одну способность летающих мечей. С раскатом грома на поверхности ледяного меча внезапно вспыхнули дуги золотой молнии света, каждая из которой была толщиной с человеческую руку. В следующее мгновение дуги молнии превратились в множество молниеносных питонов, метнувшихся прямо к проекции Ваджры. Сердце монаха дрогнуло от шока. Он явно не ожидал, что летающие мечи Хань Ли будут обладать таким количеством способностей. Без времени на раздумье он быстро открыл рот. Однако из его рта не последовало никакого взрыва, в то время как изо рта его проекции Ваджры вырвались потоки золотого света. Вспышкой духовного света молниеносные питоны были заблокированы. Почти в тот же самый момент монах в серебряном одеянии снова закричал и соединил руки с еще большей силой. На ледяном мече, который находился в руках его проекции, сразу же появилась массивная трещина. Из рук проекции внезапно вырвался прозрачный золотой свет, и трещина мгновенно расширилась, а с самого меча посыпались осколки. Серебряный монах планировал использовать огромную силу проекции Ваджры, чтобы полностью расколоть ледяной меч пополам. Однако это явно была ошибочная стратегия. В ответ на это Хань Ли холодно рассмеялся, сделав другую печать заклинания, и ледяной меч внезапно с силой содрогнулся, издав оглушительный звон. Затем меч распался на золотые нити и рассеялся между массивными руками проекции Ваджры. Проекция Ваджры пыталась схватить нити руками, но золотые нити были слишком проворными и с легкостью ускользнули от нее. Монах слегка замялся при виде этого и воскликнул: «Значит, ты культивируешь искусство владения мечом, господин Даосист Хань». Хань Ли призвал свои летающие мечи обратно к себе со спокойной улыбкой и ответил: «Я не посмел бы, чтобы заявить о себе как о культиваторе искусства владения мечом со своими половинчатыми навыками. Стоит сказать, что секретные техники, которые ты использовал, действительно расширили мои горизонты, мастер Юаньчжи. Могу ли я узнать о происхождении этой секретной техники?» Это была не настоящая битва, поэтому ему не нужно было оказывать слишком сильное давление на своего противника. Это всего лишь маленький трюк, который можно использовать в сочетании с искусством яркого нефрита, о котором и говорить не стоит, ответил монах в серебряной одежде, неоднозначно усмехнувшись и явно не желая раскрывать свои секреты. Хань Ли просто улыбнулся в ответ. Твое буддийское искусство действительно очень сильное. Если я продолжу использовать обычные техники, пройдет много времени, прежде чем мы добьемся решающего результата в нашем спарринг-матче. Далее я собираюсь использовать несколько мощных сокровищ. «Осторожнее, мастер Юаньчжи», — предупредил Хань Ли. После этого предупреждения Хань Ли быстро повернул 10 пальцев к монаху, выпустив 10 тонких красных нитей, которые в следующее мгновение исчезли в полете. Затем его рукав зашуршал, и оттуда выскочил шар из трехцветного пламени, превратившись в трехцветный веер, которого Хань Ли поймал в руке. Он впрыснул свою духовную силу в веер и взмахнул им в воздухе. С криком феникса из веера вылетел трехцветный огненный ворон, размером в несколько футов, и бросился прямо к монаху. Затем он открыл рот, чтобы взорвать белую бусинку, которая мгновенно раздулась и достигла размера около фута в мгновение ак. Вспышки фиолетового ледяного пламени стали переливаться по поверхности бусинки. Хань Ли просто взмахнул рукавом в направлении бусины, и перед ним появилось море фиолетового пламени. Мгновенно перед ним вздыбились огненные волны высотой в несколько десятков футов, создавая чрезвычайно грозное зрелище. Монах в серебряном одеянии принял чрезвычайно торжественное выражение при виде страшного нападения Хань Ли. Он немедленно перевернул руку, достав мерцающий серебряный флакон. Однако, прежде чем он успел что-нибудь сделать этим флаконом, в воздухе, перед проекцией Ваджры, внезапно вспыхнул красный свет. 10 тонких огненных нитей одновременно атаковали проекцию.
С металлическим лязгом они врезались в проекцию, но в итоге совершенно не могли проникнуть в ее тело. Монах полностью игнорировал огненные нити, вместо этого сосредоточив все внимание на приближающегося трехцветного огненного ворона с серьезным выражением лица. Несмотря на то, что он в первый раз видел этот веер трех огней, его удивительная духовная сила поразила его чувством огромного давления.